Друзья, всем привет! В этом видео я с вами поделюсь своими мыслями по поводу чего? По поводу того, что я думаю, что в Германии будут призывать к возвращению украинских беженцев на родину после окончания войны или подписания какого-то там перемирия. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца и будете разбираться в этом вопросе. Может быть, кто-то будет согласен с моим мнением, может быть, конечно же, найдутся, вернее, те, кто будет не согласен, поэтому вы можете все написать в комментариях. Я уже в своих нескольких видео предыдущих рассказывал и говорил, что украинским беженцам, которые находятся сейчас в Германии по 24 параграфу, им необходимо очень тщательно сейчас наблюдать, как будут разворачиваться и происходить в Германии события по отношению к сирийским беженцам. Речь идет о тех украинских беженцев, которые не хотят возвращаться в Украину после окончания войны, а хотят свою будущую дальнейшую жизнь связать с Германией. Как только наступит мир в Украине или перемирие, как только перестанут стрелять, такие же дискуссии, которые сейчас мы видим и слышим, и предложения, которые поступают от разных политических сил в отношении сирийских беженцев, вот то же самое будет происходить и по отношению к украинским беженцам. Вот я в этом даже не сомневаюсь, я думаю, что это будет на 100%. И сейчас разные политические силы в Германии выносят на публичное обсуждение много разных вариантов и предложений, как надо поступить с сирийскими беженцами, что нужно им предложить. Почему? Потому что диктатор, как его называют в европейских средствах массовой информации, Башар Асад бежал из Сирии, и Сирия освобождена. Войны там нет, пришли, скажем так, демократические силы, уже начинают некоторые немецкие СМИ писать, что это не совсем демократические силы, но неважно. То есть, в общем, сирийские беженцы уже, в принципе, могут безопасно возвращаться домой, там им ничего не угрожает, могут жить. И мы знаем с вами, как только Башар Асад убежал, на следующий день миграционная служба Германии приостановила рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, именно которые поступают от сирийских беженцев. Сейчас заняли такую выжидательную позицию. И вот бывший министр финансов Германии Кристиан Линднер, он озвучил свое предложение в отношении к сирийским беженцам. Нам интересно его рассмотреть, это предложение. Почему? Потому что это бывший чиновник, когда он еще занимал должность министра финансов Германии, он тогда публично поставил перед собой цель до конца 2024 года украинских беженцев перевести в другой статус, в другой статус, и отменить им денежное пособие Бюргергельд. Это он конкретно, четко заявлял. Это было пару месяцев назад. Но он не успел свой план довести, то есть реализовать. Почему? Потому что его канцлер Германии Олаф Шольц уволил с занимаемой должности. Я об этом тоже снимал видео. Но он план такой ставил. Что он предлагает сейчас по отношению к сирийским беженцам? Линднер призывает к возвращению сирийских беженцев. Вот что он сказал. Для людей, которые приехали к нам из Сирии из-за гражданской войны, возвращение домой должно стать правилом. То есть они должны вернуться на родину. Все без исключения. Но есть небольшие исключения в отношении тех, кто добился там определенных успехов и подпадает под определенные критерии. И теперь это важно тоже послушать, вот эти критерии для украинских беженцев. Потому что я думаю, что то же самое будут предлагать политики и в отношении украинских беженцев, когда окончится война. Вот что он говорит. Любой, кто хочет остаться, может подать заявление на постоянное проживание в соответствии с нашим миграционным законодательством. То есть, другими словами, кто имеет основания, кто эти все требования, я имею в виду сирийских беженцев, выполнил, то есть он согласно действующего законодательства, пожалуйста,
если вы подходите и у вас все требования выполнены, те, которые предписаны законом, который сейчас действует в настоящее время, никаких льгот нет. Пожалуйста, идите, подавайте заявление и получайте постоянный вид на жительство. Ну, в отношении украинцев сейчас чуть-чуть другое правило. Постоянный вид на жительство они получить не могут. Ну, имеются в виду те, кто находится на 24 параграфе. Пожалуйста, вы выполняйте требования и переходите на рабочие параграфы. Или на бизнесовые параграфы. Там 18А, 18Б, 21 параграф. На другие параграфы. Пожалуйста, выполняйте требования закона, которые сейчас действуют. И переходите, нет проблем. То есть он не против. Дальше он говорит. Важно очень. Пребывание в Германии должно быть привязано к четким критериям и не должно стать автоматическим. То есть, если сирийский беженец приехал в Германию, получил убежище, то есть это не значит, что он автоматически должен получить постоянный вид на жительство. Нет. Он должен приложить усилия определенные для того, чтобы потом получить постоянный вид на жительство. То же самое в настоящее время касается и украинских беженцев. Нет, вы приехали в Германию, это не значит, что вы получите автоматически, значит, постоянный вид на жительство или там какие-то другие автоматические условия для того, чтобы вы могли, там украинские беженцы могли остаться в Германии в долгосрочной перспективе проживать после того, когда окончится война. Нет, этого нет. То есть есть определенные условия, пожалуйста, соблюдайте их, выполняйте их, того законодательства, которое действует в настоящее время, и переходите, нет проблем никаких. Все в законе четко указано. Вот его главная позиция. И самое главное, друзья, что ему из других политиков, из других политических сил, даже которые к нему относятся, скажем так, с критикой, никто в этом вопросе не возражает. Вот что самое главное. Не говорят, нет, подождите же, это же сирийские беженцы. Вот если он приехал, давайте ему сразу автоматически дадим постоянный вид на жительство. Нет, такого нет. Все молчат. Как бы все с ним согласны. Молчание — знак согласия. И я думаю, что, еще раз повторюсь, как только закончится война или будет перемирие, в Украине подписано, такая же будет риторика, мы будем ее слышать, и в отношении украинских беженцев. Вот так. Вот, друзья, кто согласен вот с моим мнением, я его высказал, пожалуйста, напишите в комментариях, кто может быть против мнения моего, кто думает, что да, действительно, надо, украинцы получат автоматический вид на жительство, там, просто из-за того, что они находятся на 24 параграфе и так далее, кто успел оформить, пожалуйста, тоже напишите, поделитесь своим мнением. Но я думаю, что именно будет как раз вот так происходить, как и сейчас происходит. То есть, подождите, есть закон действующий, пожалуйста, соблюдайте условия и переходите на другие параграфы. Автоматического продления и получения вида на жительство какого-либо для украинцев, как и для сирийцев, не будет. Потому что это в настоящее время не предусмотрено действующим законодательством. Вот и все. Что думаете вы? Напишите свое мнение в комментариях.